Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Близнецы. Таро-прогноз, цыганский старинный пасьянс, события ближайших дней. Давайте узнаем, что же там произойдет со дня на день. И я специально не ставлю сроков у видео. Будем ориентироваться как Таро на неделю. Ну, наверное, даже на неделю, да, у нас что-то не начинается со стопроцентной гарантией, и где-то к пятнице, ну, если мы берем рабочую неделю, оно не завершается. Что-то и продолжается, ну, а что-то, да, и к финалу мы подводим. Не без этого, поэтому и я вижу по комментариям, у кого-то за пару дней вот это все происходит, у кого-то за пару недель, а у кого-то вообще ничего не совпадает. Давайте будем с вами, мои дорогие близнецы, реалистами, но я надеюсь, подсказки будут. И я благодарю вас за вашу спонсорскую помощь, поддержку, за ваши добрые комментарии, за то, что вы смотрите мои видео. Мне все это очень приятно. Ну, давайте перейдем к нашему прогнозу. Ну, и первое, это у нас цыганский старинный пасьянс. Ох, как он у меня давно. Я знаю, есть любители этого пасьянса, есть и нелюбители тоже. Ну, вот, кстати, на моем втором канале Астро Эспирационе там нет именно карт пасьянса, поэтому с прогнозами вы можете перейти и туда. Итак, давайте будем узнавать, что там у вас со дня на день, какая палитра событий. Можем расценивать как знаки судьбы. Я искренне надеюсь, что пока вы смотрите наш прогноз, все равно ведь каждый обдумывает что-то свое, правда? Поэтому и вы переложите выпавшие карты на ваши задачи, которые вы себе ставите. Вот смотрите, тут могла быть ссора. Вот буквально как будто основная тема. Вы с кем-то могли прежде, скорее всего, поругаться. Или, может быть, не поругались, а напряженные какие-то отношения. Ну, давайте пойдем посмотрим дальше. С чем это может быть связано? Кстати, у кого-то конфронтация из-за денег. А у кого-то нет этой конфронтации из-за денег. А может быть, само по себе, да, ваше какое-то напряжение по части финансового вопроса. Может быть, я такое допускаю, что банально у кого-то на работе обещали одну сумму, а выплатили меньше. И вы пойдете выяснять, а почему так произошло или случилось. Просто, знаете, когда выпадает нож, это со знаком плюс, когда, знаете, вот как рационализм, когда мы должны для себя с чем-то определиться. Может быть, с какой-то мерой ответственности. Или для самого себя сказать правду, в конце концов. Нож, мечи– это всегда интеллект. Поэтому это то, что не про эмоции ни разу. Может быть, карта подсказывает. Вот вопросы денег ты сюда эмоций не добавляй, иначе создашь для себя какую-то путаницу. Может быть и так. Смотрим, что у вас еще совпало. Что еще нам расскажут карты? Может быть, это вас просто не устраивает финансовая ситуация. И вот смотрите, у вас выпадает цепи– это сердечная тяжесть. Может быть, это другой какой-то вопрос, не обязательно там финансовый, да? Но это не есть конкретика. Это мы чем-то разочарованы или, ну, недовольны. Может быть, и некоторые выводы вы делаете. Может быть, и правда. У кого-то проиграются банально. Деньги сами как бы по себе. Потому что, когда деньги выпадают, деньги есть. И деньги будут. Но вот если мы соединим нож и сердечную тяжесть, вот они как раз просятся соединить, потому что вот это то, что как эмоции потом оседают в нашей душе, то мы можем сожалеть, мы себе можем сказать правду. Я погорячился или я погорячилась. Надо было мне вот эти вопросы как-то обойти красиво, элегантно, может быть, не допуская какой-то конфронтации. Потому что, когда мы сами пытаемся что-то словно резко порвать или быстро вот так вот одно бросили, да, переключились на что-то другое, обратка обязательно прилетает. Мы потом через какое-то время садимся думать и думаешь, ну вот где была голова, да? Ну, бывает в жизни каждого из нас. И это не есть какая-то конкретика. Может быть, вы просто... Я к чему? Кто-то из вас надумает, или, может быть, даже обстоятельства так сложатся, что вам придется к кому-то обращаться, а вам это сделать сложновато. И вы не знаете, на какой стриженной козе подъехать к определенному персонажу, потому что вроде как, ну, нужно, да,
совершить переговоры или договориться. Хотя я могу предположить, смотрите, у кого-то из вас была вот эта конфронтация, у вас еще выпадает, ну я вижу, что это вы увидите. Маска. Может быть, и вам придется маску одевать. Может быть, и человек, который за вами словно наблюдал или давал вам какие-то советы. Вы, может быть, и предполагали, что человек не очень откровенен с вами. Хотя, может быть, до этого, не было никаких предпосылок. Так вот, кто-то из вас мог поссориться вот именно с тем человеком, когда вы окончательно понимаете, что нет, это скорее не друг, а какой-то недруг. А до этого может быть даже маска, ведь это всегда нам транслируют одно, а думают совершенно другое. А чаще нам что транслируют? Лесть какую-нибудь, из-за зависти за нами наблюдают, да, или как-то хотят присоседиться, правда, к нашему успеху. Иногда бывает и так. И тут мы понимаем, а нет, реальность-то вот она другая. Но вы знаете, вам конфронтация все равно не помогает. Если с вами есть те персоны, которые надевают маску, так вы сами держите маску за пазухой. Может быть, кому-то именно в виде дипломатии вот эта маска будет совершенно необходима. И, кстати, по части возвращения некоторых ситуаций, вот я говорила, когда мы что-то рвем, и нас потом изнутри тоже так же рвет и ломает. И любит, наверное, Вселенная нам такое, знаете, как экзамен жизни. Учинить, устроить, когда появляются какие-то моменты в нашей жизни, когда мы должны именно к этому человеку, с кем была конфронтация, обращаться, снова договариваться или заново выстраивать какой-то диалог. Будьте внимательны. Так, и что у вас еще совпало, мои дорогие близнецы? Смотрю, мы в нашем раскладе по горизонтали, по вертикали можем сложить карты. Но вот смотрите, я вот так вижу, что правда, есть какой-то, пусть один, но насущный, наболевший вопрос, но вы с учетом дипломатии, опять же, да, или в каких-то, более добрых энергиях, или в трансляции более добрых, дружелюбных энергий, а у вас это получится легко. Вы сумеете договориться или решить какой-то вопрос. Смотрите, у вас выпадает, кстати, корабль, один из символов Меркурия. Это как, знаете, как и переезды, или добрые перемены, или просто какие-то согласования. Но в нашем цыганском пасьянсе исполнение желаний. Поэтому какое-то желание у вас таки исполняется. И даже если вам нужно тут какую-то перерокировку, пересмотр или сложный разговор наметить, простроить, обдумать, хватит у вас и сил, и дипломатии, и интеллекта. Это точно. Я вот не сомневаюсь ни разу. Но внимательному быть нужно. Смотрите. Не только маска, еще змея. Ну, правда? Тут могут быть те персонажи в вашем окружении, на которых вы не думаете. Они вам тут какую-то тень на плетень наводят. Транслируют одно, а по факту получается что-то другое. Вот нельзя на что-то глаза закрыть. Это факт. И вместе с тем нельзя, словно, вам это не помогает точно, определиться, вот если мы внутренне с чем-то определяемся или понимаем, что правда вот она такая, так тогда оденьте маску и не выдавайте, что вы уже поняли эту правду, мои дорогие близнецы. Ну так и хочется мне сказать. Включите сами змеиный режим. У нас хозяйка года змея. Змея– это не о скорости, это не о конфронтации. Она наблюдает. И будет важно до конца года адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, и организовать свою жизнь в каком-то новом ключе. Ну, я так думаю, что вы меня поняли, прочувствовали этот момент, и поэтому змеиный режим, может быть, и нужно включить. И если уже нам приходится действовать, да, то есть как та змея, она пронаблюдала, проанализировала, а потом она ее, как бросок змеи, как мы знаем, он молниеносен, очень быстрый. Так вот, до действий мы должны настолько что-то правильно обдумать, выверить, чтобы было прямо, вот знаете, как по мишени в яблочко попасть. Вот какая-то может быть тема. И если вы вот все так правильно сделаете, то у вас и решится какая-то тема или вопрос. Ладно, я не вижу больше совпадений. Идем с вами дальше, мои дорогие.
И хочется, ну, много карт перевернулось, я уже их не рассматриваю. Давайте мы спросим неожиданности, да, то, чего вы не ждете, что это может быть. И пусть это будут приятные сюрпризы, неожиданности в ближайшие дни для близнецов. Влюбленная история любви. Может быть, по части вашей личной жизни какие-то согласования. Может быть, это вот и разговоры, кстати, да? Или вам тут нужно что-то переиграть, ведь это старший аркан. Правда, тут могут прийти какая-то информация или информация как новость о конкретном человеке. Тут вы тоже начнете что-то пересматривать. Может быть, это аркан, хотя в этой колоде это именно про любовь больше и личную жизнь. Нам двое, как будто, посмотрите, руки влюбленных перевязаны красной нитью. И словно с благословления это все происходит. Какие-то добрые энергии нам буквально об этом говорят. И больше об обустройстве личной жизни. Ну вот эта карта также еще ведь и выбор означает. Поэтому как неожиданность, может быть, выбор нужно делать. А может быть, этот выбор, потому что нужно какую-то беседу, чтобы она состоялась. И вам нужно быть дипломатом. Все-таки дипломатия как раз и проходит по аркану влюбленная. Или важные согласования. Ладно, давайте мы с вами спросим, что, в чем вы поставили точку прежде, теперь может быть не точка, многоточие или продолжение следует. Что может вернуться? Принцесса мечей – это прообраз, как Медуза Горгоны. А она, как известно, пострадала от своей наивности и доверчивости. Может, и вы предполагали что-то одно, тут вы увидите и поймете, нет, что-то тут не то получается, правда. И тут вовремя, знаете, важно остановиться. Или вот маска, змея, да, тут вы видите, что нет, по этой карте мы не можем надеяться на чье-то благородство. По этой карте мы и сами можем, кстати, сожалеть о том, что мы совершили какой-то ляпсус, правда. Все-таки это ошибка какая-то наша была. Да, теперь мы прозорливее. Но вы как будто можете что-то исправить, мои дорогие. Вот я вижу, что вы, правда, тут какая-то тема, главное, знаете, не отмахиваться от нее или говорить, нет, это мне показалось. Тут надо что-то проанализировать. Тут нужно быть настолько интеллектуальным реалистом, потому что интеллект – это как раз как высший разум, это не сознание, которое лежит в разрезе шаблона или нашей привычки. Тут что-то более такое высокое, возвышенное, оно присутствует. Но и реализм-то в нашей конкретной жизни или в событиях, или в контактах тоже. Вот соединить первое и второе, понять свои преимущества, ну и свои ошибки. Вот знаете, вы тоже что-то можете вернуть. Или пытаться куда-то вернуться, или что-то возвращать. Может быть, решить какую-то тему. Не обязательно это буквально мы куда-то едем или с кем-то переговариваемся. Но вот есть какой-то ваш приоритет, который как заноза. Вот у вас вопрос один нерешенный, и вам его нужно решить. И благодаря своему интеллекту, самосохранению, безусловно, вы как раз так вот словно можете немножко сделать перерокировку, и в итоге вы получите исполнение желания. Я не говорю, что полное, да, но, может быть, и придется идти на какой-то компромисс, но этот компромисс не должен быть, знаете, отложен на потом, первое, и он не должен быть вам во вред. Слушайте свое сердце, свою душу, да, вот что вам подсказывает ваша интуиция, чтобы не промахнуться. Давайте узнаем. Личная жизнь. Вот что для вас в ближайшие дни со дня на день? Ваша личная история. Взаимоотношения. Может быть и так. Четверка жезлов. Праздник после победы. И кто тут что задумал? Главное, отшлифуйте какие-то методы. Кстати, для многих из вас какие-то приятные ситуации, ну, может быть, у кого-то ремонт к концу идет. Очень часто 4 жезла – это как 4 столпа, это как 4 стены, место нашего пребывания. Ну, тут буквально праздник, а у кого-то, может быть, переезд или планируемый переезд. Ну, вот вопросы дома, да, они могут по этой карте конкретно проходить. Может быть и место временного пребывания, и может быть не на постоянной основе, а вот на какой-то временный период вам тут тоже нужно отстроить вот место вашего пребывания. И чем-то вы тоже остаетесь довольны, ну, потому что праздник – это идет значение по этой карте. Когда действительно мы
даже восторжены чем-то. Но это все-таки жезлы, поэтому для кого-то из вас дела, работа, бизнес и деньги. Откуда к вам приходят деньги? И, ну, все равно, как бы мы не хотели, хоть мы смотрим на личную жизнь, но вопросы финансовые, это ведь деньги один из способов взаимодействия с миром или нашего благополучия. Поэтому я тут вижу лично ваше благополучие, вашей пары, вашей семьи, вашего дома – и вот в этих подобных согласованиях или каких-то, может быть, даже дипломатических беседах, или просто у кого-то вот сами стены, как я сказала. Здесь будет праздник, значит, что-то уже у вас, когда либо уже завершается, например, да, или когда вы видите, что, ну, что-то вы сделали очень хорошее для самого себя, или, может быть, это по части взаимоотношений. Ладно, давайте мы спросим. Сфера ваших достижений. Ну вот, может быть, на паузу что-то у вас тут поставлено. Вам, скорее всего, нужно обдумать. Я уже не повторяюсь, но ведь повешенный вообще это сам себя человек перевернул, чтобы увидеть что-то с другого ракурса. Вот и вам придется альтернативный вариант какой-то рассматривать. Я где-то об этом уже сказала. Может быть, не допускать конфронтации. Вот об этом тоже нам говорят. Но и не быть заложниками. Не быть заложниками, мои дорогие. Может быть, сделать какие-то важные выводы вам точно придется. И если даже вот, к примеру, да, мы на сферу достижений, работы, может быть, вы видите, что вот я должна сказать, сейчас Уран в вашем знаке зодиака. Примите к сведению, кто ищет работу и не может найти. Или пусть вы работаете в одной организации, вас не устраивает ваше жалование. Так вот, Уран, он все дробит. Это нам о чем говорят? Что пробуй себя в новом деле. Или попробуй себя в новом направлении. Либо начни что-то изучать, или рассматривай для себя дополнительный доход. Потому что по Урану в близнецах тут тот доход, который мы получаем из разных мест. И вот в этом ваше преимущество, мои дорогие близнецы. И второе ваше преимущество, когда вы умеете быстро переключаться. Вот по части ваших достижений и при увеличении финансов. Вам как минимум, ну, как два источника дохода. Но это я так беспристрастно. Это я так с астрологической точки зрения. Если мы говорим конкретно на достижения, работу, бизнес или откуда к вам приходят деньги. И если для вас сейчас патовая ситуация, то тогда тут не нужно бросать что-то одно и искать противоположное или какое-то там другое. Тут нужно для стабильности сохраните одно и продумывать, как вы можете добавить что-то другое к тому, что имеете сейчас. Давайте мы с вами спросим, что же там по финансам, хотя нам сказали, деньги есть, ну, в ближайшие дни, и деньги будут, да. Но внимание к деньгам. Это карта легкости на подъем. Это все то, что я только что говорила. Переключаться. Как два источника дохода. Ну вот на деньги, по крайней мере, рассматривайте что-то. Не говорите, нет, вот этого я этим не буду заниматься. Вы ведь обладаете пытливым умом. Вы умеете очень быстро анализировать. Вот в этом ваша сила. И я должна сказать, ваш Меркурий, планета-управитель, как известно, да, Гермес. Ну, даже берите выше, Гермес Трисмегист. Но это все равно какая-то формула такая, знаете, с одной стороны и непознанного, чего-то нового, и в то же время стабилизации той ситуации, в которой вы находитесь сейчас. И вот вам вот это и непознанное, и стабильное нужно будет где-то в себе поддерживать. Все то, что касается вашего дохода или ваших достижений, да, вот тут есть о чем подумать точно, чтобы себя и в тупик не загнать. Может быть, это вы думаете, я сейчас в тупике. Так вот, заложником ситуации нельзя быть. Если мы уже говорим про финансы, чтобы не быть финансовым заложником, тогда у нас нужно, ну, как минимум, иметь еще одно направление, да, или один источник еще дохода. Потому что если первый пробуксовывает где-то со знаком плюс, второе будет что-то складываться. Поэтому вот такую тему по части достижений и денег продумайте. А для кого-то из вас, если мы говорим на деньги, карта может подсказывать. Наверное, крупные траты какие-то вы можете продумывать. Но по двойке пентаклей, я должна сказать, мои дорогие близнецы, ну вот в ближайшие дни, если да, мы все-таки не достаем из кармана деньги и не отдаем кому-то.
а вверху у нас принцесса мечей. Просчитывайте, думайте. Кто знает. Ну, не со дня на день, это точно. Делать какие-то грандиозные покупки. Может быть, потом вы найдете что-то лучшее. Или вот буквально там неделя какая пройдет, да, и для вас либо эти деньги, сумма понадобится, либо вот что-то там, ну, будьте реалистами. Потому что, по крайней мере, двойка пентаклей говорит о том, что как игра с деньгами. А вот на все новое она как раз и говорит: пробуй, пока не получится или не надоест. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые близнецы. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Я благодарю за ваши искренние комментарии. Я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.